Если вы любите пасту в сливочном соусе, этот рецепт просто создан для вас. Меньше 25 минут, одна сковорода и идеальный ужин готов. Ну что, сразу начнем? Ставим сковородку на плиту, немного оливкового масла, кусочек сливочного, пусть разогревается. Берем 2 куриные грудки и нарезаем их тонкими полосками. Так мясо быстро прожарится и останется сочным и нежным. А какие блюда с курицей вы любите больше всего? Или, может быть, есть любимые рецепты пасты, к которым вы возвращаетесь снова и снова? Пишите, делитесь в комментариях, ваши идеи меня всегда вдохновляют. Мясо нарезали. Выкладываем курицу на разогретую сковородку. Распределяем в один слой, чтобы все прожарилось равномерно и получился тот самый золотисто-медовый цвет. Приправьте солью и черным молотым перцем и жарим примерно 5-6 минут. А пока курица готовится, мелко нарежем лук. Это один из тех ужинов, которые нравятся всей семье. Наша любимая сливочная куриная паста готовится просто, быстро и занимает меньше 25 минут. Обязательно попробуйте, вам точно понравится. Лук измельчили. Только посмотрите, какой красивый цвет. Курица полностью прожарилась. Перекладываем ее на тарелку. Пусть немного отдохнет. Посмотрите, какая она золотистая, поджаристая, румяная и очень вкусная. На ту же сковородку, где жарилась курица, отправляю лук. Если нужно, добавьте немного масла. И обжариваем лук 3-4 минуты на среднем огне, пока не станет мягким. А пока жарится лук, нарезаем грибы. Нарезаем не слишком тонко, чтобы сохранилась мясистость. Так грибы впитают в себя весь соус сливочный и получатся очень нежными, очень сочными и вкусными. Готово. Добавляем грибы к луку. Все перемешиваем и жарим где-то 5-7 минут, пока грибы не станут золотистыми и ароматными. Вот здесь кухня начинает пахнуть просто потрясающе. Я думаю, аромат доносится до вас даже через экран. А теперь нарежем чеснок. Я придавливаю зубчики чеснока плоской стороной лезвия ножа. Это самый быстрый и простой способ снять шелуху с зубчиков чеснока. Посмотрите, снимается очень легко. И теперь нам нужно хорошо измельчить чеснок. Он придает блюду ту самую глубину вкуса, мягкость и уют. Мелко-мелко рубим чеснок ножом, чтобы потом он просто растворился в соусе и оставил только нежный аромат. Отправляем чеснок к грибам, обжариваем буквально 30 секунд до появления аромата. И теперь самый волшебный момент. Вливаем сливки. Пусть они обволокут все, что находится в сковородке. Грибы, лук, чеснок. Соус становится шелковистым, а аромат просто потрясающим. Приправьте солью и черным молотым перцем по вкусу. Перемешайте и доведите соус до мягкого кипения. Посмотрите, какая чудесная текстура соуса. Если вам тоже захотелось приготовить это сегодня, сохраняйте рецепт, он точно станет вашим любимым. Теперь прямо в соус добавляем сухую пасту. У меня паста фетучини, но вы можете взять любую пасту, хоть длинную, хоть короткую. Пусть паста варится в этом кремовом соусе и впитывает в себя весь вкус. Не нужно варить ее отдельно. Все можно приготовить в одной сковороде. И также я добавляю немного бульона. Полностью покрывать жидкостью пасту не нужно. Паста варится 7-8 минут до состояния аль денте на зубок. И при необходимости можете в процессе приготовления пасты добавлять чуть-чуть бульона. Вот такая вот она получается
кремовая, сливочная, очень-очень вкусная. Паста уже готова, и возвращаем нашу курицу в сковородку. И теперь сверху, прямо на курицу, на пасту, натираем немного пармезана. Пармезан растает в соусе, объединит с собой все составляющие нашего блюда, получится просто божественно. Ну что, друзья, наша паста с курицей, с грибами в сливочном соусе уже практически готова. Осталось добавить только финальный штрих. И давайте нарежем немножко петрушки помельче. Вы можете взять другую зелень, может быть, вы захотите добавить немного базилика. Сверху немножечко зелени для такого красивого, яркого, аппетитного цвета и для вкуса. Все готово, снимаем с огня и посмотрите. Наматываем такой хороший виток пасты, выкладываем на тарелку, побольше соуса. Сюда же грибочки, кусочки курицы, нежные, вкусные, сочные, сливочные. Посмотрите, как соус красиво покрывает пасту. Натираем сверху еще немного сыра и давайте скорее пробовать. Это просто невероятно вкусно, готовится быстро. Такое теплое, уютное, настоящее домашнее блюдо. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, делитесь с друзьями и обязательно подпишитесь. Спасибо, что готовили вместе со мной. Скоро увидимся!